Привет, привет, мои дорогие студенты! Вы на канале Practical Russian. Меня зовут Наталья. Здесь мы изучаем русский язык. Вы выбрали тему «Мой любимый фильм». Вы выбрали эту тему, поэтому сегодня я расскажу вам о своем любимом фильме. Хотите тоже выбирать тему? Хотите выбрать тему для следующего видео? Это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там я публикую упражнения для уроков, там есть транскрипции и бонусные видеоуроки. Все это можно получить, ссылка под видео будет, окей? Так, сегодня мой любимый фильм. У меня есть любимый фильм? Ну, конечно. Конечно, у меня есть любимый фильм. Я люблю фильмы. Я люблю смотреть фильмы. Я люблю фильмы с интересным сюжетом. Сюжет – это история в фильме. Или по-другому сюжетная линия. Сюжет – это то, о чем фильм. Но нет, это короткая история, что случилось в фильме. Это сюжет. Я не буду рассказывать вам сюжет. Нет-нет. Я только расскажу вам, почему мне понравился этот фильм, о чем этот фильм. Да и все. Поехали. Мне было нелегко выбрать один любимый фильм. У меня несколько любимых фильмов. Но сегодня я расскажу вам об одном из них. Я расскажу вам только об одном фильме. Этот фильм очень впечатлил меня. Когда я первый раз посмотрела этот фильм, он мне очень понравился. Это фильм «Легенда 17». Это фильм о спорте. Это фильм о хоккее. А точнее, это фильм об известном хоккеисте. Сюжетная линия о человеке, который играет в хоккей. О чем этот фильм? Фильм «Легенда 17» – это фильм о человеке, который играл в хоккей. Этот фильм вышел в 2012 году, но фильм о советском времени. Это была советская хоккейная команда, и в конце фильма две хоккейные команды играют в хоккей. Это две сборные, сборная России и сборная Канады, играют в хоккей. И это был решающий матч. Это реальный матч. Этот матч был 2 сентября 1972 года. Как я сказала, это советское время. Этот фильм на реальных событиях. Это реальная история, это советский хоккеист. Поэтому мне понравился этот фильм. Там передается атмосфера советской жизни, там передается атмосфера советского времени. Кто главный герой фильма? Главный герой мужчина, его зовут Валерий Харламов, если я правильно помню. Валерий Харламов живет в СССР, он играет в хоккей, он играет в клубе ЦСКА. ЦСКА – это московский хоккейный клуб, где играют довольно сильные спортсмены. Он тоже там тренируется, он мечтает играть за сборную СССР. Он хочет играть за сборную. И второй важный герой фильма – это тренер. Тренера зовут Анатолий, и тренер тренирует Валерия Харламова. И это очень сильный персонаж в фильме. Это советский тренер, очень
строгий, очень импульсивный. Что происходит дальше? Однажды Валерий получает травму, и доктор говорит ему, что он больше не сможет играть в хоккей. А для Валерия это его мечта, это его самая главная цель. Он хотел играть за сборную СССР. И он не верит доктору, он начинает еще больше тренироваться. Он тренируется намного больше, чем другие хоккеисты. И тренер помогает ему в этом. В конце фильма Валерий играет за сборную СССР, он играет в этом матче 1972 года. Почему мне нравится этот фильм? Этот фильм мотивирует, он заряжает энергией, он дает энергию, и он тоже вдохновляет. Он вдохновляет меня работать больше, он вдохновляет меня работать лучше, и он вдохновляет меня не останавливаться. Этот фильм хороший пример, что мы можем многое. Да, у нас случаются трудности, но в конце концов мы можем многое. Как и в фильме, в конце концов он прошел этот трудный период, у него была травма, но у него все получилось. Поэтому мне нравятся такие фильмы. Они добрые, они позитивные, и они вдохновляют на что-то большее. Почему фильм интересный? Фильм «Легенда 17» о советском времени. Мне кажется, это интересно. Также это фильм о человеке, который проходит трудности. Это фильм о мечте. Главный герой мечтает, у него есть мечта. Это фильм о силе воли. В фильме очень сильный дух. Сильный дух значит, у главного героя сильный характер. И вы можете это почувствовать. Также это фильм о победе. Да-да, не хотела говорить спойлер. И это фильм о трудностях. Главный герой проходит трудности. Это всегда смотреть интересно, и это дает вам какой-то позитив и надежду в жизни. Это показывает, что вы тоже много чего можете. Поэтому фильм хороший, стоит посмотреть. Сегодня я рассказала вам об одном своем любимом фильме. У меня их несколько. Мне нравится несколько фильмов. У меня несколько любимых фильмов. И сегодня мы изучали предложный падеж. О ком, о чем? О фильме, о спорте, о мечте, о трудностях жизни и так далее. Это предложный падеж. Я сделаю к видео упражнения, они будут по ссылке внизу. Как всегда будет транскрипция. Вы можете прочитать транскрипцию, сделать упражнение, и даже вы можете написать свою историю. Да? Какой у вас любимый фильм? Пишите в комментариях свой любимый фильм. Вы можете написать название на родном языке. По-английски, по-испански, по-итальянски. И я найду этот фильм по-русски. Я напишу вам название по-русски. Это будет интересно. Пишите в комментариях свой любимый фильм. Да, и вы можете поддержать меня, вы можете купить мне кофе, ссылка под видео. Спасибо вам. Желаю хорошего дня. Увидимся в следующем видео или в этом. Пока-пока.